Всем здорово! У нас 12-я часть обзора крутых игр. И начнем с довольно интересной игры. Это зубодробительный, сложный, двухмерный платформер с элементами рогалик, учетом очков и процедурно генерируемого уровня. В Гоннере рассказывается история дружбы между Иком, Смертью и космическим китом по имени Салли. Так задумано, что игра довольно сложна, и погибать будете не раз. Со временем вы поймете, что к чему. Так что не теряйте надежды на прохождение и оттачивайте свой скилл. В игре вы играете за Ика. Маленький комочек или капли, который носит черепа, оружие и амуницию. Он немного странный и милый. Ваша цель состоит, чтобы пройти через различные уровни и миры, убивать и пытаться не умереть. Нам будут встречаться различные монстры, отдельно напоминающие животных с нашей планеты. Что-то типа улиток, летучих мышей и ежей. Противостоять этим монстрам мы будем с помощью различного оружия, такие как автомат, дробовик, базука и другие. И еще наш герой будет носить, так сказать, амуницию, которая даст супер эффект для нашего оружия. Все это мы будем открывать по мере прохождения уровней и убийств боссов. Также по мере прохождения нам будет встречаться торговец, у которого можно будет приобрести предметы за руны. Эти руны мы будем получать за определенное количество убийств. Это очень важно, ведь нам придется это делать довольно быстро, чтобы эффект не пропал. И только тогда нам выпадет символ. Также еще за них можно будет откупиться от смерти и продолжить игру, если вы вдруг потеряете все свои жизни. Так что советую выбивать как можно больше этих рун из врагов. Еще в игре много интересных и уникальных боссов, которые проходить придется не только выстрелами, но и сноровкой. После смерти, перед началом нового забега, у нас появится выбор всего того, что мы насобирали. Можно будет собирать интересные навыки и найти интересные сочетания, подходящие под ваш стиль игры. Различные головы со своими эффектами, различное оружие и снаряжение, дающие своеобразный эффект. У каждого оружия есть боеприпасы, которые кончаются. Если же вдруг они закончатся в битве, то всегда можно будет прыгнуть на врагов и тем самым нанести им урон, что не раз вас выручит. Между каждым миром после прохождения будет промежуточный дом Салли, гигантского кита и лучшего друга Ика. Салли любит тебя. Когда вы достигнете этого уровня и навестите Салли, она будет достаточно любезна и заполнит ваши потраченные сердца или же даст дополнительные патроны. Получая урон от врагов, ваш герой будет разваливаться на части и тем самым станет очень уязвимым, так что придется действовать молниеносно, чтобы подобрать свое оружие и голову в прямом смысле этого слова. Еще в игре есть секретные места, где вы сможете добыть различные предметы, которые потом будут задействованы в начале любого забега, который вам предстоит самостоятельно раскрыть. В основном мне нравятся игры с пиксельной и мультяшной графикой, но в игре Гоннер графика довольно интересная, все выполнено, так сказать, в двух тонах. И только земля будет раскрашиваться различными завораживающими цветами. Упрощенный дизайн персонажей тоже очень хорош для этой игры, он делает их более заметными, что даст полную концентрацию на уровне. Еще в игре довольно прекрасный саундтрек включили в игру очень интересным способом. Чтобы его услышать, придется сделать как можно больше комбо. Музыка ускоряется, становится все быстрее и быстрее. Это действительно помогает простроить напряжение в игре, когда уничтожаете много монстров. Еще одной особенностью игры будет списки лидеров. Проходя уровни и убегая врагов, вам начисляются очки, которые затем в конечном итоге переносятся на доску лидеров. Там показывают ваши достижения, а также время и какие элементы были использованы в ходе его. В общем, игра довольно сложна и увлекательна. Если вы хотите помочь своему другу, то вперед к уничтожению монстров, ведь разве что-то есть важнее, кроме дружбы. А вторая игра на сегодня это Guns, Gore and Cannoli. Это упорный, комический, стремительно развивающий экшен с аллогенной, рисованной от руки графикой в антураже 20-х годов. В игре повествуется о Винни Каннолли и его мафиозном клане. Действие происходит в выдуманном городе Тагдаун в 1925 году. Во время полного запрета алкоголя весь город захвачен зомби, а также темная история о конспирации в правительстве. Раскрой свои секреты мафиози и государственную тайну во время того, как будешь искать своего пропавшего приятеля и ответы про нашествие зомби. В этой игре враги будут идти на вас почти сплошным потоком, иногда атакуют с тыла и из-под тишка. Частенько приходится уворачиваться от летящих предметов и гранат. Но и противостоять у нас будет чем. Куча различного оружия, пистолет, гранаты и даже огнемет.
но все с кончающимися патронами. Очень разнообразный уровень с взрывающимися бочками и машинами, ломающимися дверьми и механизмами, а также довольно большое количество разнообразных противников, и зомби, и гангстеры, и громилы с битами. В игре будет все: насилие, кишки, кровище и оторванные конечности. И боссы здесь довольно сложны. Чтобы победить, придется не только много и метко стрелять, но и выработать тактику и сквозь многочисленные смерти рваться к победе. А самая жестокая часть — это финальная битва. Это просто кромешный ад. Кровище, куски мяса, вопли умирающих, вагон оружия и канноли. Кстати, канноли — это печенье с начинкой, которое ваш гангстер уплетает, чтобы восстановить здоровье. Особенности игры — это необычное сюжетное сочетание США 20-х годов, гангстеры, сухой закон и зомби. Местами игра бросает вызов и становится довольно сложной, особенно встречи с боссом. Пройти ее с одним оружием не получится. Нужно менять оружие в зависимости от ситуации и соперника. Красивая мультяшная графика, хорошо проработанные эффекты, можно встретить даже пару плакатов на русском. В игре добавлен юмор и сатира на мафиозную тематику. Качественно подобранная музыка, добавляющая атмосферности, причем на каждом уровне своя мелодия. Да и вообще все, что касается звука, оно сделано очень хорошо. Выстрелы, взрывы, озвучка зомби. Можно играть вместе с другом, прикрывая тыл своему бро. Довольно простой, но все же интересный сюжет с необычной развязкой. Восстань против гангстерского рассвета 20-х. Перенесись в захватывающий запутанный мир, где ты станешь свидетелем дружбы, предательства и мести. Будь первым свидетелем взлета и падения криминальных умов. Это испытание на выживание для тебя. На бонус сегодня игра про выживание в бункере. Это Sheltered, постапокалиптическая RPG-выживалка, в которой вы будете руководить семьей выживших в специальном убежище. Вам повезло намного больше, чем миллиардам погибшим в ядерном хаосе. Но теперь вам придется отыскать как можно больше их припасов, чтобы не умереть с голоду, от радиации или заболевания. Безопасность семьи должна быть на первом месте. Следите, чтобы им всего хватало. Держите свое убежище в рабочем состоянии. В начале игры вы сами задаете внешний вид и характеристики членам семьи. Это очень важно. Правильно создать каждого члена семьи. Можно сделать силача, который будет наносить большой урон в битвах, или же создать идеального разведчика, который хорошо будет находить предметы. В общем, не поленитесь и хорошо изучите каждую характеристику. Распределяйте обязанности и поддержите порядок. Только так вы сможете выжить. В игре, так сказать, на первое место выставлен факт, что нужно собирать экспедиции и отправляться на поиски всевозможного лута. Но и тут авторы сделали игру максимально реалистичной, ведь ваша группа не может унести довольно большое количество найденных предметов. И что во время экспедиции нам нужна вода, а также, что помимо такой опасности, как радиация, людей будет постигать другая напасть. Другие персонажи, которые захотят отобрать ваш инвентарь или же просто вас убить. Поэтому каждую стычку придется грамотно продумывать. Здесь показаны трудности реально сурового выживания. Например, умер глава семейства, у тебя два выбора. Либо похоронить его, ну или же съесть. Или же что у вашего семейства будет собака. Оставить умирать ее голодной смертью или же поделиться своей едой. В этой игре очень много возможностей, например, улучшение построек или же крафта новых механизмов. И еще больше трудностей, ведь каждый член вашей команды должен быть занят своим делом. Будь то приборка или же готовка пищи. И не упускать из виду усталость, голод или болезнь, который может нанести травму не только вам, но и окружающим, снижая их мораль. Все навыки каждого героя будут изменяться со временем или же с течением обстоятельств. Игра также имеет огромное количество неожиданных поворотов, завязанных на морали и выживании одновременно. К вам будут приходить другие люди с просьбой о помощи. Впустить их или же отправить на смерть, все зависит только от вас. Нужно будет руководствоваться не только чувствами, но и правилами тактического решения. Ведь иногда люди, которых вы приняли, могут оказаться не теми, кем себя выдают. Они могут быть опасны для вас и вашей семьи, а могут наоборот иметь очень полезные навыки для выживания, что только подкрепит ваш союз. Если же вы хотите проверить свои навыки выживания, и вы не зря смотрели столько фильмов, посвященных этому, то следует смело взяться за это дело. Удачи!
Если же вам понравился мой обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите другие мои видео. Всем пока!